Известные телеведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, одна из них должна прожить 2 дня на $100, вторая может тратить неограниченные средства, которые хранятся на безлимитной карте. Чтобы решить, кто будет жить как миллионер, а кто учиться выживанию, Настя и Юля бросают монету. И каждый раз все решает. Орел, решка! Деньги. Ого! Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. Просыпаемся, поднимаемся. Всем привет, дорогие друзья! С вами Настюшка Опасности, Настюшка Доброта и Юлька Коваль. Это девчачий сезон. Ну ладно, это уже лишнее. Мы в Черногорию прилетели. Друзья, привет всем. Сразу вопрос. Есть Черногория, соответственно, есть и Черноморье. Что думаешь? Совершенно верно. Это первый факт. Второй. Черногория переводится как «черный и горы». Факт номер 3. Именно здесь, в 1997 году, Брэд Питт сыграл свою первую роль, после которой он стал знаменитым. И я считаю, это... Девочка подготовилась. Что-то да значит. Это что-то да значит. Это значит, что сейчас надо взять монетку, подбросить и понять, кто будет жить, как Брэд Питт. Давай. И орел, решка! Просыпаемся, поднимаемся. Ладно. Ну класс, конечно, все так должно быть. Черногория – это величественные горы, чистейшее море и домашний уют. Самое то для идеального уикенда. Кто это? Настюшка Опасности, Настюшка Доброта? А это что? Да это же Мустанг, объем двигателя 3,7. Без крыши, как и я. Врываемся в Черногорию, мои хорошие. Черногория – страна солнечная. Здесь около 300 солнечных дней в году. Поэтому машинка с откидным верхом – то, что нужно. Тем более, если это культовый Ford Mustang. А кто мы-то, я одна? Кто ты? Настя Ивлеева! Что ты хочешь? Развлекаться! Где? Черногория! Обычно из аэропорта можно уехать 2 способами. Либо на такси, либо на автобусе. Но в аэропорту Подгорицы автобусов нет. Здесь есть поезд, которому надо еще шлепать 15 минут. Представляете, по такой жаре. Еще и с тяжелым рюкзаком. Кроме того, еще неизвестно, сколько придется его ждать. Ведь ходит он раз в час. Поэтому я решила взять себе автомобиль. Peugeot 3008. Старенький кроссовер с неплохой проходимостью. И главное, дешево. Удивлены? Но здесь это стоит всего лишь 22 евро в сутки. И это без залога, без ничего. Старый
но комфортный, с кондиционером автомобиль. Идеально. В любой европейской стране я взяла бы себе маленькую, резвую, яркую машинку. Но в Черногории, где, сами понимаете, горы, нужен высокий клиренс для того, чтобы она была более проходимой. И к тому же, несмотря на свой огромный размер, она мало ест бензина. С самой главной достопримечательностью Черногории можно познакомиться сразу же, только выехав из аэропорта. Господи, как и на дорогу смотреть, и на красоту смотреть. Да, согласна. Здесь, конечно, хорошо ехать с водителем. Но, ребята, по-моему, мы едем к чему-то супер очень красивому. По крайней мере, очертания вот этих вот гор явное тому подтверждение. Горы занимают 85% страны. Есть даже такая легенда. Когда Бог создавал землю, у него осталось много гор. И он, чтобы долго не заморачиваться, решил бросить их в одно место. Так и появилась Черногория. У меня просто нет такого словарного запаса, чтобы описать всю вот эту вот ландшафтную природную роскошь, которая меняется буквально каждые полкилометра. Обалдеть. Красиво, мне нравится такой зеленый коридор, и солнышко так пробирается сквозь листики. Большая часть населения страны испокон веков жила в горах. И с тех пор здесь мало что изменилось. Опа, все, пробка. Ребята, приехали. Обогнать можно? Здрасте. Здорово, добро. Все в порядке. Ой. Ага. Ну, такие вот участники дорожного движения. Ну, где еще, как не в Черногории, такое встретишь? Какое все уютное. Это не верится, что это вживую, это люди живут здесь. Как будто это какой-то музей или что-то. И они все какие-то игрушечные, что ли, такое все. Но если для местных жителей картинка гор привычна, они на нее каждый день смотрят, то у туриста местные красоты вызывают просто щенячий восторг. Мы выше гор! Понимаете, что мы выше гор? Мы выше гор! О май гад! Все, тормозим. Stop this, stop this! Такое ощущение, что мы с самолета. Вот такой вид я видела только с самолета. Это просто невероятно. Господи, как красиво. Черногория. Ты забрала мое сердце. Вот мое сердце. Вот Черногория. Лови. И это только начало уикенда. Тем временем я доехала до столицы Черногории. Подгорица. Самый большой город страны. Здесь живет четверть всего населения и находится самое важное госучреждение, банки и единственный в Черногории университет. Из достопримечательностей. Символ города – мост Миллениум. Старая пешеходная улица Херцеговачка и площадь Независимости. Столица Черногории очень сильно пострадала во время Второй мировой войны, поэтому здесь практически не осталось исторических достопримечательностей. Но, говорят, за пределами города есть на что посмотреть. Туда и отправлюсь. Богачи время на Подгорицу не тратят. Они сразу же направляются в Будву.
самый курортный город Черногории. Но главное его достояние – это не пляжи, а умопомрачительной красоты старинный город, который сохранился до наших дней. Боже, как красиво, друзья. Невероятные улочки какие-то. Просто смотрите. Этим узеньким улочкам, маленьким средневековым домикам и крышам из красной черепицы более 500 лет. Место просто потрясающее, ребят. Обязательно побывайте в этом городе. Если честно, мне даже жаль, что у меня всего лишь один уикенд, потому что мне хочется походить, пооткрывать все двери, позаглядывать во все закоулки, пообедать во всех кафешках, познакомиться с местными. Очаровательный, просто уютнейший, красивый город. Потрясающий, просто потрясающий. Правда, местные в старой Будве уже давно не живут. Они переехали в современные дома нового города. А здесь размещаются отели, кафе и сувенирные лавки. Здесь отчетливо видно вообще, как сменяются поколения. Да? Вот смотрите, старая Будва, крыши оранжевые, вот эти вот черепичные, и по кругу все эти новомодные высокие отели. Да, классно, да, красиво, много стекла, много пафоса, но вот когда смотришь, вот сердце, оно на что больше отдает? Ну вот не на то, вот на это. Ну что, ребята, я уверена, вы уже там думаете, ну куда столько красоты? Но это еще не все. Сейчас мы едем с вами смотреть самый красивый водопад Черногории. Возраст водопада 150 лет. Создан он был искусственно для работы водяных мельниц. И так полюбился местным, что они стали называть его «маленькой Ниагарой», как бы намекая, что он ничем не хуже американского. Па-па-па-пам! Па-пам! А где водопад? А оказалось, самый красивый водопад Черногории в летние месяцы пересыхает из-за падения уровня воды в реке. И незнающим туристам предстает вот в таком виде. В общем, вот вам совет. Приезжайте не в летний сезон смотреть на этот водопад, потому что иначе вы увидите вот это. И еще один совет. Не мусорьте, пожалуйста. Это важно. Пришло время насладиться еще одной достопримечательностью Черногории – Адриатическим морем. Для этого я сменила авто на яхту. В общем, как вы поняли, дорогие мои, яхточку я взяла такую неспроста. За мою долгую, прекрасную, счастливую карьеру в Орле и Решке я побывала на разных яхтах, даже на очень больших. Но эта яхта отличается тем, что она очень быстрая и маневренная. Это как спорткар, понимаете? Это как взять Феррари или Ламборгини. Вот это то же самое, только на воде. Очень круто! На такой яхте можно позагорать, вкусить черногорских свежих фруктов и побаловать себя бокальчиком игристого. Или же хорошенько погонять по волнам. Ну классно же! Ну и, наконец, кульминация моей прогулки на яхте – уединение на удаленном пустынном пляже.
Но вот вы понимаете, в чем дело? Конечно, если вы выбираете пляжи без единого человека, есть вероятность того, что они могут быть не самыми комфортными, потому что, это не наша ошибка, да? Это уже природа вот так вот решила. Здесь все в камнях, но зато посмотрите, какое лазурное море. Вода чистейшая, бокал шампанского игристый. Я красавица, настроение топчик. И реально здесь нет ни одного человека. Так что это все того стоит, 100%. 100%. Олеж, давай поедим, а? Там вот я вижу ресторанчик. Останавливаемся. Я люблю, когда ты со мной соглашаешься. Хорошо. Владелец ресторана «Дуберок» – местный горец Славко. Он просто поставил во дворе своего дома несколько домиков для ночлега, в саду несколько столов со стульями и стал принимать туристов. При этом подает гостям то, что сам сегодня приготовил. А поскольку умеет готовить только традиционную еду из подручных продуктов, то и ресторан свой называет традиционной черногорской кухней. Та-дам! Мне принесли качамак, смесь картофельного пюре, сыра и кукурузной муки, паршут, свиной окорок, копченый на углях, овечью брынзу и свежий помидор. Ну, это, конечно, лошадиная порция картошки-пюрешки. Так, ну что, какая пюрешечка? Да без мяска, ну. Ой, пахнет прям бомба. Дымком таким. Мясо с дымком, копчененькое. Получается сытный, плотненький такой себе обедик. Черногорская кухня простая и вкусная. Местные не тратят много времени на готовку. Они срывают в поле помидор, берут на ферме брынзу, варят картошку и все. Вот и получился обед. Сытно, плотно, вкусно. Надо заезжать, когда будете здесь. Все, Олеж, поехали, потому что у нас еще большой путь впереди. Ты ж не поел, получается, да? Угу. Ну, сорян. Ну, так бывает, Олеж. Пойдем. Ай, так объелась, что и рюкзак забыла. А ну-ка, пристегнись. Это должно войти в привычку. Как перед поездкой в магазин зайти на Е-каталог. Вот смотри. Между прочим, привычка полезная. Она экономит и время, и деньги. На Е-каталоге товары из более 1000 интернет-магазинов. Ты просто вводишь то, что тебе надо, и, пожалуйста, вот, например, спальник. Так. Смотришь, где дешевле, выгоднее. А если сомневаешься, добавляешь в избранное и следишь за динамикой цен в магазинах. Обновляешь информацию каждый день, и все. Удобно же. Пока тебе объясняла, уже и спальник себе выбрала. Ладно, поехали. Еще одно место, где отдыхают богатые и знаменитые в Черногории, это Порто-Монтенегро. Малюсенький город, построенный специально для богатеньких владельцев яхт. Тут самая дорогая недвижимость, самые элитные магазины и самые стильные кафешки. Ну а я здесь ради уникального ресторана Chef's Table, что в переводе значит «столик от шефа». Короче, ребятушки, я сегодня на лютом эксклюзиве. Я пришла в ресторан, в котором кроме меня никого не будет, и готовить мне будет сам шеф-повар. Причем делать он это будет прямо на моих глазах. На мой стол пожаловал сибас утреннего улова с картофельным пюре на французский манер и чипсом из листка свеклы под видом мангольд. Спасибо.
Боже, друзья, выглядит просто великолепнейше. Начнем с рыбки. Боже, это не рыба, это произведение искусства. Я обратила внимание, что шеф-повар обжаривал ее только с одной стороны, со стороны, где корочка. То есть получается, чтобы она не была сухой, чтобы она как раз-таки была очень сочной, нежной, вкусной, какой, собственно, она и получилась. Она просто совершенная. Очень вкусная. Далее очередь пюре. Его особенность в том, что масло и картошки в него кладут поровну, 50 на 50. Очень вкусная пюрешка. Ну и, наконец, фишка этого блюда – чипс. О май гад. И я поверить не могу, что это просто зеленый лист, свежий зеленый лист в темпура. И это так вкусно. Нежнейший сибас, нежнейшее пюре. И вот эти потрясающие крипсы, чипсы, я не знаю, как их назвать, это шедевр. Если они это не запатентовали, то нам надо срочно это запатентовать. Слышишь, мам? Отвал башки. А я тем временем продолжаю изучать черногорские красоты. Мы сейчас с вами поедем в место, которое называется Гырло-Соколове. Это ущелье, с которого очень красивый открывается вид на каньон. Главное доехать, как мне кажется, потому что красиво, но дорога жесть. Ух! А! Все дело в том, что место еще не раскручено среди туристов. И сюда пока не возят автобусные туры и отельные экскурсии. I will go by car. Auto. Ага. Parkirajte. Парковаться? Yes, jer kameni su veliki. Ага. I možete pješke možete. Да я только поела, мне надо чуть-чуть хоть, чтобы растрясти, а потом уже пойдем пешком. Окей, I will try. Черкануло чуть-чуть дно. На самую малость. Мужик меня встретил, наверное, думает: ай, тупая блондинка, куда ты лезешь на машине, иди пройдись. Чё, я ему докажу. Ой, боже, помоги, боже, помоги. Да ну, все, стопы. Все, дальше пешком. На самом деле, мне кажется, я на ногах даже быстрее буду двигаться, чем на этой машине, потому что, блин, застрять тут на весь день дороже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как высоко, страшно. Гырло-Соколове – это глубокое скалистое ущелье, которое получило свое название благодаря легенде. Однажды в этих краях оступился солдат. Падая, он успел схватиться за каменный выступ. К нему подлетел сокол, оторвал кусок одежды и полетел к горному ручью. Смочил лоскуток и вернулся, напоив солдата и не дав ему умереть от жажды. Вскоре на часто летающего в одно место сокола обратила внимание мать солдата. Она сходила к тому месту и обнаружила своего пропавшего сына. С того времени место так и прозвали – Соколиное ущелье. Это еще не все, друзья. Смотрите, вот камушек. Он в Черногории. А упал он уже
в Албании, понимаете? То есть вот этот вот каньон, он как бы является границей между двумя странами. Ну а еще, по традиции, можно сделать так. Я услышала эхо. О, обалдеть, это было мощно. То есть я крикнула в Черногории, а эхо было в Албании, понимаете? Из-за такой близости к границе когда-то здесь стояла пограничная будка. А сейчас смотровая лавочка. Я первый раз с таким столкнулась. Чтобы крикнул, и не сразу там как-то, а через секунд 5 возвращается звук. Ну-ка. Что за фокусы? Боже, это прекрасно. Я могу играться так полдня, пока голос не сядет. Очень круто. Настюха! А пока Юлька кричит на Албанию, я вернулась в Будву и решила поселиться в одной из многочисленных роскошных гостиниц. Мой выбор пал на отель Висидар. И я, конечно же, арендовала в нем самый лучший номер. Боже, как красиво. Первая фишка моего номера – кровать ручной работы, полностью сделана из натуральных материалов. Один только матрас стоит, внимание, $50 000. Ну, секундочку, я на нем сегодня буду спать. Вторая фишка номера – вид. Потрясающий вид на море, что еще желать? Господи, боже мой, как красиво, я не знаю, это прям 10 из 10. И третья фишка номера – комплимент от отеля. Вообще, конечно, правильно встречать комплиментами. Не каждый отель славится таким подходом к делу. Вот этот отель хороший. Он правильно встречает своих дорогих, достопочтенных клиентов. Все очень верно. О. Вот такой отель. Но и это еще не все. И мы продолжаем наше путешествие, потому что я за собой закрепила практически весь этаж и могу поспать в одной кровати, могу в другой. А самое главное, что и этот матрас стоит $50 000, понимаете, как бы, мои хорошие. И здесь у нас тоже прекрасная терраса, гамак, господи. Для меня это прям вау. Это писк, это роскошь, это блеск, это шик. Это богатство, это уровень, это доход, это high level, это 80 из 80, это level топ, это high топ, это топ рок, это топ 100. И это, Настюшка, опасность, которая будет жить здесь. Балдеж. На эту малышку всегда можно положиться. У премиальной карты MasterCard всегда быстрая, безопасная и удобная оплата, а также консьерж-сервис 24/7. Супер! Так, ребятки, ну смотрите, уже темнеет, глазки слипаются у меня, скажу честно. Впереди дорога по ночному серпантину, что вообще не привлекает, поэтому, Олежа, что думаешь, если мы заночуем у нашего дедульки, у которого мы обедали? Да, вот я так и знала, что ты согласишься. У тебя же там еще обед твой остался. Ну вообще джекпот, считай, сегодня сорвал. Поешь и поспишь. Все, дедушка, не подведи. Ой, не могу.
могу. Снова здравствуйте. Вечер добрый. У меня вопрос. Какой? А у вас можно заночевать? Я видела домики маленькие, ночлег. Есть свободные? Да, 15 евро с человека. 15 евро? Слушайте, но учитывая, что мне пришлось бы сейчас ехать по горным дорогам ночью, рисковать жизнью своей, твоей, Олег, я думаю, надо оставаться. Окей. Летние домики для ночлега похожи на избушки на курьих ножках, в которые Славко положил перины, одеяло и набросал подушек. Ой. Ну, давайте так, это не 5 звезд, но это и не хостел. Это двухспальная кровать, которую засунули в маленький деревянный дом. Пылью не пахнет, старыми тряпками тоже. Но это в любом случае в горах, это в любом случае воздух. Поэтому сыты тем, что дали. Так, Олеж, ноги гудят просто, как паровоз, поэтому я сейчас лягу, немножко побалдею. Потом еще увидимся. А может, нет, не знаю. Но в любом случае мне надо полежать. Все, давай. Ну, здравствуй, моя сладкая, моя хорошая. Уберем все лишнее отсюда. Три-та-ри-та-ри-та-ри-та-ти-та-та. Матрас за 50 косарей. Хоть лайки какие-то поставлю людям. Настюхе, что ли, написать спокойной ночью? Не буду. Пусть сама там радуется своей богатой жизни. Так, все, спокойной ночи. Мне начинается мое личное время. Уходи. Steel is mostly bound together, and there that you're behind to share. Доброе утро. Вот, Саша, ответь мне на один вопрос. Ты можешь позволить себе такое с утра? Когда это ты можешь такое... Не можешь ты себе позволить такое с утра. Я могу. Дурашка, глупенький, попутал что-то. Смешной. Вид прекрасный. Но когда ты спишь в этом домике, ты его не видишь. И единственное, что ты чувствуешь, это то, как у тебя затекает все тело, потому что там очень мало места. Ой. На расстоянии держи меня, потому что я еще зубы не чистила. Доброе утро! Ой, так, где тут что? С самого утра я решила заняться еще одним популярным в Черногории богатым развлечением – дайвингом. Ну что, дорогие друзья, самое время очередной раз спуститься на дно и посмотреть его обитателей. И не каких-то там рыбок, а самых настоящих сирен. По легенде, мифические сирены жили именно на этом месте. Им было предсказано, что если хоть кто-то спокойно пройдет мимо них, они погибнут. Поэтому сирены и усыпляли всех моряков своим пением.
обмануть их удалось лишь Одиссею, который залепил уши воском. Считается, что после этого сирены провалились в море и превратились в утесы на дне этой пещеры. Легенда, конечно, интересная, но я как ни пыталась напрягать свое воображение, так и не смогла разглядеть в этих грудах камней что-то похожее на сирен. Хотя сам дайвинг вышел очень атмосферненьким. Мне понравилось. Во второй день уикенда я продолжила свое путешествие по красотам Черногории. Черногорские горы таят в себе много интересностей. Одна из них – Липская пещера. Туда мы с вами сейчас и направимся. Ой, как свежо. Ой, как хорошо. Сразу такой холодочек приятный. Ой, ребята, это как будто бы просто там кондиционер огромный, там живет босс кондиционеров. Так дует. Не-не-не. Ну что, мне такие фокусы не надо. Мне еще... Что мне еще? Ну, детей рожать. Липская пещера – это 2,5 километра коридоров, тоннелей и пещерных залов, уходящих под землю на глубину 8-этажного дома. Она считается одной из древнейших, крупнейших и красивейших пещер в Черногории. Король Черногории Никола был настолько потрясен красотой этой пещеры, когда ее увидел, что решил принимать гостей не у себя во дворце, а именно здесь. Но есть у этой красоты один минус. Круглый год температура воздуха здесь не поднимается выше 12 градусов. А еще постоянно гуляет пронизывающий ветер. Поговаривают, что король Никола использовал для встречи эту пещеру не только потому, что здесь красиво, сталагмиты, но еще и потому, что гости очень быстро замерзали и быстро соглашались на те условия, которые были выгодны и стране, и ему. Такая вот хитрюшка. Поэтому и по сей день долго гулять в Липской пещере ни у кого не получается. Ох, как подуло. Недалеко от Будвы находится еще несколько красот, которые я сочла своим долгом вам показать. Виды, конечно, открываются невероятные. Одна из них – Лавченский серпантин. Это одна из самых живописных дорог Черногории. Построена еще в 19 веке для торговых повозок. А сегодня по этой узкой дороге с 26 резкими поворотами рассекают любители красот и адреналина. Ехать по серпантину – это, конечно, еще то развлечение. Хочется нестись, как говорится, по ветру. Тут еще вид такой, отвлекаешься на какие-то моменты. И все тачки, на самом деле, разгоняются, потому что дорога очень красивая. Иногда хочется быстро проехать, особенно когда ты на кабриолете. Но ты понимаешь опасность, что навстречу тебе также может вылететь какой-нибудь счастливчик, и в итоге вы вот так вот резко оттормаживаетесь и в миллиметриках разъезжаетесь друг от друга. Есть у этого живописного серпантина и интересная история.
Ну что ж, мои сладенькие любители легенд, слушайте одну из таких. Когда-то давным-давно, когда строился этот серпантин, архитектор увидел жену короля. Потому что она периодически приезжала, смотрела, как идет стройка, и советовала что-нибудь эдакое своему возлюбленному. И что? Конечно же, он влюбился в нее без памятства. Но он оказался человеком порядочным. Семью он разрушать не стал, и склонять ее к грехопадению тоже не стал, а решил просто сделать красивый жест и оставить на трассе букву «М», что значит «Милена». Когда большая часть дороги была построена, король, дабы избежать слухов, подарил этот участок серпантина супруге от своего имени. На самом деле легенда легендой, конечно, может это правда, может это вымысел, но сюда как минимум стоит приехать ради того, чтобы насладиться вот прекрасной красотой. Красиво. Балдеж. Благодать. Вот. Дорогой друг, вот ответь мне на вопрос. Как ты думаешь, с чего начинается путешествие? Правильно. Молодец, с первого раза угадал. С чемодана. Поэтому за чемоданом мы не только все бегом на Е-каталог. Выбираем раздел «Туризм». Конечно же, чемоданы. Сортируем по цене. И, кстати, можно сразу выбрать цвет. Так, и вот, пожалуйста, сразу видно, в каком магазине какая цена. Кстати, товар можно добавить в закладки и проследить за динамикой цен, чтобы потом покупать по самой выгодной цене. В общем, с Е-каталогом шопинг всегда быстрее и выгоднее. И так, немножко паркура. Все соскучились, я знаю. На этом прекрасном фоне, с этим прекрасным видом, и это не фотообои, я спрячу для вас заветный клад со $100 от Орла и Решечки. И здесь еще записочка, обязательно прочитайте, ознакомьтесь. Итак, ловите координаты бутылки со $100 в Черногории. Ловченский серпантин, 18-й поворот и груда камней за сломанным парапетом. Там вас и будет ждать клад от Настюшки опасности. Ищите на 18-м повороте. Наконец своего уикенда я приехала к визитной карточке Черногории. Полуострова Свети Стефан. Шесть веков назад здесь была рыбацкая деревня. А сейчас это роскошный курортный комплекс, где любят отдыхать Софи Лорен, Клаудия Шифер, Сильвестр Сталлоне. А вот просто зевакам туда вход воспрещен. Зато можно полюбоваться полуостровом с одного из прекрасных пляжей напротив. Боже, я мечтала об этом все 2 дня. Как круто, что в Черногории есть не только горы, но и море. А сейчас, дорогие мои хорошие, мы отправляемся к финальной точке нашего прекраснейшего уикенда. И едем к символу Черногории. А какому сейчас увидите? Правда, для этого сначала нужно преодолеть 461 ступеньку. Ты сейчас серьезно? Все дело в том, что я приехала к горе Ловчен.
высота которой 1657 метров. Короче, очень много ступенек, очень много. И, кстати, ребят, очень закладывают уши и чувствуется давление, потому что мы действительно высоко. Я уже вижу свет в конце туннеля и немножечко на голову давит. На самом деле место уже красивое, но что-то мне подсказывает, что вид, который сейчас увижу, конечно, снесет мне башню. И я оказалась полностью права. Ой, мамочки, у меня аж душа в пятки уходит, ребята, это просто невероятно. Чувствуешь себя повелителем всего мира. Царица земли. Ой, красиво, Господи. Не верится, что в мире существуют такие красивые виды, такая красивая природа, что просто ты не можешь поверить своим глазам. Смотришь и не веришь. Очень красиво, ребят. Я просто в восторге. Это невероятно. Невероятное место, невероятная Черногория. Черногория влюбляет с первого взгляда. Господи, как красиво, Черногория! Ты забрала мое сердце, вот, лови. Купает в своей любви все путешествие. Как круто! И надолго запоминается после его окончания. Это невероятно! Пахнет прям бомба. О май гад! Обалдеть! Ну классно же! Охренеть! Ребят, ну как будто бы Монте-Карло, вот честное слово. Вообще я подумываю купить яхту. Ты почему сама с собой привезти. разговариваешь? Ну что происходит опять? Я Опять привыкла к всё. тому, что у меня есть Возраст. невидимые друзья. Да, в смысле? Что ты? Ну Что ладно, мне ну все, ну было? прости, Почему ну все, не разве обижайся. Да, вот, еще хотела сказать привет. Ладно. Ну Всё, рассказывай, ну рассказывай. Ну как Да все все было? классно, Юль, но если вкратце, это серпантин, это кабриолет, это шампейн, это яхта, это дайвинг. Короче... Ничего нового. В смысле? Да, понятно. Давай, удиви меня. А у меня была душа, у меня было гырло соколове, у меня были горы, у меня были невероятные виды, водопады черногорские у меня были. Ну и под конец, естественно, морюшка. Я искупалась, так прекрасно. Неважно, сколько денег, море, оно для всех одинаковое. Я скажу так. Ничего из того, что ты перечислила, не ёкнуло в моей душе. Поэтому, дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Копите бабки и приезжайте сюда, чтобы тратить их на полную пойдем. катушку. Со 100 баксов здесь прекрасно. Анна Савич, Самое главное, что Жериш, здесь... Буриш, Дебериш. Ну ладно, я согласна.